Полина, насколько я понимаю, чемпион мира по танцам с собаками. Уровень, он всегда будет поддерживаться, чтобы быть выше на голову остальных. Он ее ронял просто, да, она его вела на поводке, он ее дергал, вот такой снаряд уже 30-килограммовый, и она падала. Я начал перегорать к этому воспитанию. Конечно, я для себя понимал, что если Полина встряхнет Болу, то это будет какое-то чудо. Вот мне в тот момент стало интересно заниматься с Болой. Друзья, устроим небольшой конкурс. Тому, вернее, кто угадает, я вручу даме. Ползи. Ползи. Да. Нога. Нога. Та. Вста. 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 Шах. Да. Мат. Шах. Да. Мат. Догблог. Друзья, всем привет! Вы на канале Догблог. Меня зовут Андрей Лобовкин. И сегодня наш выпуск очень познавательный, так что берите ручки, блокноты и записывайте, смотрите все внимательно, потому что выпуск наш будет посвящен хождению собаки рядом. Это одна из важнейших функций, которой должна обладать собака. И сегодня мы приехали в гости к признанному лидеру в этой области, к чемпиону мира по танцам с собаками Полине Ильиной. Сейчас мы уже практически дошли, и вон Полина нас встречает. Полина, привет. Здравствуйте. О, спасибо большое. Наверное, очень вкусно. Итак, у нас чаек-кофеек. Для начала, друзья, я вам хочу представить Полину Ильину. Полина, расскажи, пожалуйста, поподробнее нашим зрителям о своих успехах, достижениях в том, чем ты занимаешься. Я занимаюсь танцами с собаками уже больше 20 лет. Изначально я вообще занималась просто послушанием собакой. Ну, как любой человек завел собаку и начала заниматься с собаками. Поэтому у меня есть инструкторское образование по послушанию, по КД, по общему курсу дрессировки. И также я много лет занималась различными видами спорта, аджилити, мадьорингом. И потом я увлеклась очень сильно танцами с собаками. И вот сейчас, на данный момент, я как бы профессиональный тренер в данном вопросе. Вот. И эта дисциплина как бы имеет большое развитие сейчас в России. И я выступаю и как спортсмен, и как тренер многих спортсменов. Угу. Ну, насколько я понимаю, танцы с собаками – это намного более сложная дисциплина, чем просто хождение рядом. По крайней мере, из того, что мне удалось увидеть, да, вот выступление. Я надеюсь, сегодня тоже Полина что-нибудь нам покажет. Ну, то есть, друзья, вы сейчас скоро поймете, что это, ну, на мой взгляд, это очень сложно, практически недостижимая какая-то задача. Но, тем не менее, Полина умудрилась не просто скромно сказать, что она занимается танцами с собаками, а Полина, насколько я понимаю, чемпион мира по танцам с собаками. Да, у меня есть такое звание. В 2016 году я со своей собакой заняла первое место на чемпионате мира по танцам с собаками в дисциплине движения рядом под музыку. То есть у нас существует две дисциплины: фристайл и движение рядом под музыку. Как бы я выступаю в обеих дисциплинах, у меня есть спортсмены в обеих дисциплинах. Но вот звание именно чемпиона мира мне удалось завоевать в дисциплине движения рядом под музыку. Я считаю, что это одна из самых как бы интереснейших дисциплин. Насчет сложности, вы понимаете, тут как бы каждому сложно свое. То есть я считаю, что любая дрессировка – это как танец. Это если представлять себе вообще дрессировку с собакой, да, то есть есть собака, есть человек, мы с ней как бы коммуницируем. Вот. И, в общем-то, в любой дрессировке она интересна, сложна тем, что можно представить себе что-то, как это реализовать, да, и если это делать с душой и с разнообразными как бы идеями, вот, то это тот же танец. Вот. Кто-то хочет танцует с ретриверами на охоте, кто-то делает защиту с малинуа в мадьоринге и ВПО. Мне нравится реализовываться каждый год в новых идеях в танцах. Вот. Поэтому каждому свое, как говорится. Здесь нельзя сказать, что вот именно эта дисциплина сложна. Наша дисциплина сложна тем, что и интересно тем, что мы каждый год должны, ну, желательно придумать новую программу со своей собакой. То есть в отличие от других дисциплин у нас есть постоянное разнообразие. То есть у нас нету как бы строгих канонов. Имеется в виду, что вот сегодня
там делается одно и то же. Вот, понятное дело, что от танца к танцу проходят какие-то элементы, ну, переходят элементы. Вот, но при этом получается, что мы должны придумать новый образ, мы должны собрать новый танец. Каждый раз это какая-то фантазия человека. Вот, мы должны продумать свой костюм. У нас должна собака, как бы мы можем с собакой освоить какие-то новые элементы. Вот. Плюс хендлер посещает хореографа в связи с разработкой нового танца и продумывает новые элементы собственной хореографии, разрабатывает, вот, учит их. Вот. То есть вот чем мне нравятся танцы с собаками, это тем, что мы работаем с разных сторон, как бы именно, то есть не только вот только собака. То есть в нашей ситуации важно не только собака, а важно, как мы смотримся с ней в паре, именно в паре. Вот. И в зависимости от того, и, конечно, третий важный наш компонент – это музыка, и в зависимости от того, какой там вот у пары темперамент формируется, да, мы подбираем подходящую музыку. И, конечно, лучшие танцы – это когда все три компонента – собака, человек и музыка, хореография сложились. Вот. И это очень забавно, интересно. И для меня, конечно, это был путь, который был интересный, и я его буду идти дальше. А как вообще ты пришла к танцам? Именно к танцам? Ну, занимался до этого... В 99-м году я тогда стажировалась на площадке кинологический центр «Сокольники» у Юлии Карапетянц. И тогда на площадку к нам приехал знакомый, тоже инструктор известный, вот, и привез кассету с выступлений на крафте. Вот. Это была кассета, на которой танцевала Мэри Рэй и Каролин Скотт. Вот. Мэри Рэй танцевала... Мэри Рэй – это английская спортсменка, она танцует на крафте танцевала на тот момент с бордер-колли. Вот. А Каролин Скотт, она американско-канадская спортсменка, точно сказать не помню, и у нее были замечательные совершенно танцы, для меня совершенно вообще вот на тот момент уму непостижимо, как это делалось с Голденом. Вот. Очень сильно это запало мне в голову, то есть это 99-й год, тогда у меня был только первая собака Ротвейлер, я с ним занималась послушанием, но я поняла, что это меня зацепило. То есть в тот момент я увидела, что я хочу этим заниматься. Мне интересно понять, как люди этому учат. То есть я хочу разбираться в этом. И в 2000 году, уже в сентябре, в ноябре завела себе собаку породы малинуа. Филя – это как бы мой первый источник знаний и изучения, помощник в изучении данной дисциплины. То есть это собака, с которой мы прошли базовый путь от вообще незнания ничего до как бы выступления на нашем первом чемпионате Европы. Вот. Было сложно, и как бы мы много раз там... Были моменты, когда я пыталась уйти, поняв, что я ничего не могу, думая, что я ничего не могу. Потом обязательно какие-то жизненные ситуации возвращали меня в этот спорт. И, наверное, в какой-то момент я поняла, что это вот то, чем мне надо заниматься, это мне нравится. Вот. И как бы я продолжала заниматься периодически другими видами спорта, но в итоге сейчас, на данный момент, я занимаюсь послушанием, я занимаюсь защитой, но при этом всегда в моей жизни есть танцы с собаками. Всегда. Вот. На данный момент у меня в семье четвертая собака, четвертое поколение Тфиля, вот, тоже малинуа. Вот. И все эти 4 поколения, получается, танцевали, танцуют и будут танцевать. Браво. Но стремление к чемпионству, оно сразу было? То есть цель поставлена, раз начала, значит, надо победить? Ну, наверное, все наши, как говорится, все, что мы хотим в жизни, у нас сформировано в детстве. В детстве я занималась спортивной ходьбой. Вот, наверное, это какая-то взаимосвязь есть, да, спортивная ходьба и движение рядом под музыку. То есть благодаря спортивной ходьбе я считаю, что у меня есть как бы красивая походка. Да, и вот как бы это все соединилось, но как бы я занималась спортом, спортивной ходьбой на профессиональном уровне, то есть я стремилась всегда побеждать-то еще тогда. То есть я занималась порядка 7 лет и как бы выступала на соревнованиях ранга там, чемпионата Москвы и старалась побеждать. У меня там был кандидат мастера спорта в данной дисциплине, ну, в это самое.
Вот. И дальше, как бы, когда я пришла в спорт с собакой, вот, мне тоже хотелось, то есть, наверное, я не до конца удовлетворила свои амбиции еще тогда, в детстве. Вот, и с собаками я сначала выступала на соревнованиях по послушанию, потом я много выступала на соревнованиях по аджилити. Вот, и потом я начала организовывать соревнования по танцам с собаками. Вот, и начала выступать на этих соревнованиях, чтобы было, ну, и, конечно, было стремление выходить на все более высокий уровень. Да, но я думаю, что это все-таки из детства. Потому Конечно, что усидчивость, целеустремленность, работа на результат. В соревнованиях не главное участвовать, как многие говорят, а главное победа. Но я просто себя тоже вспоминаю в детстве. Вот именно это, мне кажется, дает спорт. Ну да, мне было интересно всегда выиграть. И, ну, просто сейчас немножко сменились как бы приоритеты. Сейчас ты понимаешь, что, в общем-то, выигрыш – это не все. Умение как бы просто наслаждаться процессом в ринге – это тоже важно. Вот, просто, ну, уровень, он всегда будет поддерживаться, чтобы быть выше на голову остальных. Да. Да, потому что я, к сожалению, например, был удивлен, когда стал заниматься с бола и стал принимать участие в каких-то полевых испытаниях. Я никогда вообще не думал, что в мире собак может быть вот какие-то течения. Ну, там, знаешь, какую-то собаку выдвинули на соревнованиях, какую-то наоборот. Вот. И, ну, я лично в эти течения попадал и понял для себя одно, что чтобы в них не попадать, твоя собака просто должна делать все идеально. Вот. И тогда, ну, сложнее будет кому-то какую-то необъективную выразить точку зрения, чем если она делает что-то на 4, тогда уже проще тебе поставить 3, а какой-то собаке 5, там, ну, переводя на школьные оценки. Ок. Ну, давайте я теперь расскажу, как я познакомился с Полиной, в чем состояла моя боль, с которой я пришел к Полине, и как я ее решил. Дело в том, что когда я завел Бола, мне заводчики, как вы уже могли видеть в нашем выпуске «Рабочий лабрадор», сразу сказали, что до года ты научи собаку ходить рядом и после этого занимайся чем угодно. Натаской, на охоту и прочее. Вот. Ну, сказали, но я не понимал, как это сделать. Юлия Вершинина, которая, к сожалению, сейчас уже не с нами, ну, как-то так отнеслась к этому, что типа можно сейчас, можно попозже. А Бола, тем не менее, рос. И, в общем, к моменту, когда ему стал уже год или даже год с чем-то, мне не удалось его, естественно, ничему воспитать в плане послушания. Хотя мне здесь и советы давали такие, что, в принципе, ты собаку можешь до года не воспитывать, потом наверстаешь все. Вот. Ну, в общем, я думал, ну что, растет и растет. Потом, действительно, когда-то потом кто-то что-то сделает. Никто ничего не делал, и к 1,5 уже годам он абсолютно распустился. Причем вот эта вот взаимосвязь, точнее отсутствие на тот момент, как я уже сейчас понимаю, этой взаимосвязи, начало зарождать в моей голове какие-то мысли, что, может быть, его вообще кому-то там передать, там той же Юле Вершининой, сказать: Юль, спасибо огромное, наверное, у тебя лучше получится. Вот. Но к счастью, на тот момент я все-таки решил всевозможные, несмотря вот на такие мысли, которые уже начали появляться, потому что он был абсолютно разболтанный. Он, например, когда мы приезжали к моим родителям, моя мама шла с ним гулять, он вообще мог ее, ну, он ее ронял просто, да, она его вела на поводке, он ее дергал, такой снаряд уже 30-килограммовый, и она падала. Дискомфорт был для всех. Абсолютная разболтанность. Вот. И потом, значит, меня судьба свела с одной дрессировщицей. Это Влада Чернакова, которая, я так понимаю, работает в твоей команде, да? Тоже сейчас. И тогда работала. И вот здесь надо, конечно, Владе сказать огромнейшее спасибо, потому что мы с ней встретились вот на первое какое-то занятие. И, наверное, она, ну, по-человечески сделала то, что должна была сделать. Вот она посмотрела на Болу и говорит: Андрей, я, конечно, смогу помочь, конечно, мы его каким-то образом реанимируем, но вот у меня есть высший вообще профессионал в этой области, это Полина Ильина, поэтому я тебе могу дать ее телефон, она это сделает лучше, чем я. Вот. Ну и я, естественно, сразу созвонился с Полиной, мы встретились, и... Ну, конечно, я для себя понимал, что если Полина встряхнет Болу, то это будет какое-то чудо. Ну, потому что вот мое какое-то отношение, я начал перегорать к этому воспитанию с собакой. И действительно, Полине за 3 дня, да, 3 дня, по-моему, активно так ты занималась сначала,
Ну, за 3 дня, в общем, Полине удалось его действительно встряхнуть настолько, что у него картинка жизни сменилась полностью. То есть, когда он приехал после этого домой, он первые сутки у меня просто лег и куда-то смотрел вот таким задумчивым взглядом в верхний угол стены комнаты. Вот. Но с этого момента изменилось вообще все. То есть я так понимаю, что на каком-то своем уровне он все-таки понял, что вожак стаи я, а не он. Вот, если он воспринимал себе это как стаю. У него, ну, прям какой-то квантовый скачок произошел в плане послушки. Он стал намного больше, намного лучше слушаться. Вот. И сразу же после этого, ну, буквально сразу, изменилось мое отношение к нему. То есть я, ну, как будто другую собаку мне дали, и я начал с чистого листа. То есть вот эта перезагрузка, которую ты сделал, да, за этот короткий промежуток времени, ну, это, конечно, феноменально. Это огромное спасибо. Это то, что дальше сподвигнуло меня. И самое главное, вот как ты сейчас рассказывал, когда тебе стало интересно заниматься, да, танцем. Вот мне в тот момент стало интересно заниматься с Болой. И дальше мы уже пошли вот на эту нашу охотничью тропу, потому что он же рабочий лабрадор, мы с ним охотимся. Вот. И, ну, вообще все стало по-другому. Поэтому спасибо огромное. Вот так мы познакомились с Полиной. Я предлагаю переместиться в тренировочный зал. Вот, и там на примере Бола мы посмотрим, что собака, а что собака не умеет, и что собака умеет во взрослом своем состоянии, и к чему стремиться. Полина наверняка даст какие-нибудь корректировки, советы, и, может быть, это будет только началом наших встреч, а в последующем мы да, можем этим заняться как-то поплотнее, потому что мне все-таки хочется, чтобы Бола идеально ходил рядом. Для чего мне это нужно? Во-первых, на охоте. Дисциплинированная собака, которая вот прям вот здесь находится, это всегда очень хорошо, потому что если даже она на метр здесь или на метр сзади, это уже хуже, это обзор не тот, и, ну, в принципе, я считаю, что научить собаку этому надо. То есть он у меня сейчас хорошо, ну, достаточно хорошо, конечно, в твоем понимании это плохо, вот, но в моем понимании это хорошо ходит рядом, ну, потому что на улице мне комплименты делают почти каждый день. То есть большинство людей вообще считают, что если собака идет рядом, а не тянет вот так, то это уже очень здорово, вот, и нужно сделать комплимент. Вот, но я понимаю, что не все идеально. Вот, и поэтому сейчас Полина на примере Бола покажет, а потом я знаю, что у Полины есть щенок Малинуа, ее зовут Никита, который сейчас 6 месяцев, и вот мы посмотрим, к чему пришла собака в свои ну, в своем небольшом возрастном, да, в своем небольшом возрасте, до каких высот она дошла. Поэтому я предлагаю переместиться в зал, да? Хорошо. И на практике уже Полина все покажет. Хорошо. Идем. Итак, мы находимся в тренировочном зале, где, собственно, и происходит дрессировка. Здесь мы можем увидеть огромнейшее количество наград, кубков. Полин, ты знаешь, какое количество у тебя кубков? Нет. Не знаешь? Не считала. Вот давайте, друзья, устроим небольшой конкурс. Значит, в комментариях вы напишите, сколько кубков у Полины. Полина тоже посчитает. Того, кто угадает, тому, вернее, кто угадает, я вручу Дамис. Дамис – это тренировочный предмет, наш фирменный Дамис Dog-Blog. Ну, естественно, на канал надо быть подписанным. Как я работаю с Дамисом, сейчас покажу. Бол, иди сюда. Рядом. Работаем. Забрасываю Дамис. Он сидит. Подай. Вот. Это Дамис. Дамис – это, ну, основа основ, по крайней мере, для наших подач, которые связаны с охотой, потому что, ну, это имитация утки, я не знаю. На соревнованиях, кстати, тоже везде используют эти Дамисы. Поэтому пишите, и кому-то из вас мы отправим этот Дамис. Так, Полин, я сейчас хотел бы, наверное, показать, на каком уровне мы сейчас находимся с Боло, да? Касательно ходьбы рядом. Я, честно говоря, давно этим не занимался. И, ну, вообще, по методике, которую ты мне и предложила, она состоит, естественно, без всякого там битья собаки, каких-то еще вещей, которые могут воздействовать на психику собаки. Есть некая подкормка, но я чаще даже без подкормки занимался этим, да? Бол, иди сюда, рядом.
Не, ну сейчас, конечно, он идеально идет. Вот так в зале с подкормкой. Еще. Он вспомнил сразу ситуативное, да? То есть он вспомнил ситуацию, что он несколько лет тому назад здесь был и занимался рядом. И собака сразу ввела ассоциацию, да. Вот. Я думаю, даже если вы еду уберете, собака все равно будет идти хорошо. Угу. Можем, кстати, попробовать. Вот убираю подкормку рядом. Ближе иди. Так. Так, сид. Угу. Так, ну вот. Но основная проблема сейчас заключается в том, что это он сейчас идеальные условия. Ну, в принципе, на улице, когда мы с ним гуляем, и когда никого нет, он себя ведет так же. Основную проблему с прошлого, особенно года, когда Бола стал папой, у него появились щенки, и он заматерел, вот, чувствует себя таким бычком-производителем. Вот, и у нас сейчас всплыла огромнейшая проблема – это течные суки. По весне, вот сейчас у особей женского пола начались все эти дела, и у Бола, конечно, крыша съезжает. Я не знаю, как с этим быть. Наверное, нужно что-то, чтобы его пересиливало в этом плане, чтобы он не бежал куда-то, а шел также рядом. Это первый момент. Второй момент, проблема, которая есть, это когда после долгого промежутка времени он что-то делает. Вот, допустим, мы приезжаем на охоту или на соревнования, еще куда-то. То есть он оказывается в ситуации, когда у него нет этого спокойствия. Перевозбуждение. Перевозбуждение, да. И вот на перевозбуждении может что проявляться рядом. Допустим, он начинает, вот я ему говорю рядом, он идет, но все время хочет выйти на метр вперед. Я, понятно, что останавливаюсь. Ты что, друг, расслабился? Работаем. Вот, я останавливаюсь, возвращаю его, но, тем не менее, вот такое тоже происходит. Поэтому, вот это, наверное, тоже проблема, которая даже бывает чаще, чем течные суки, в жизни у него. Потому что, например, когда мы приезжаем на охоту на несколько дней, то на первой охоте не все идеально. Ну, я имею в виду, вот пока мы едем на охоту, пока я сумку достаю или там ружье достаю, и он уже все, на взводе, он уже готов за кем-то бежать, там утку свою или фазана подавать. Вот. Когда с ним охотишься второй день, третий день, абсолютно другая картина. Он привыкает уже, да, он в этой локации, и у нас все близко к оценке 5. Но здесь как бы всегда надо быть готовым к тому, что собака тоже не робот, и она имеет тоже возбудимые моменты, да, то есть если она первый раз куда-то приехала или понимает, что она приехала там на охоту, вот, что идет перевозбуждение. Именно поэтому у нас в танцах с собаками есть день разминки, когда ты можешь собаку немножко адаптировать. Также и здесь если бы уехала там на охоту, но все-таки можно приехать на один день заранее, пройтись с собакой, дать ей возможность войти в норму. Вот. И знаете, это как мы в отпуск приезжаем первый день, и тут так прекрасно, и тут так кормят, и так хорошо, и тут халявный стол шведский и так далее, как круто, да, то есть, а потом ты входишь в норму и уже там просто расслабляешься. Вот. У собаки то же самое, поэтому я бы, конечно, учитывала то, что есть момент перевозбуждения от радости того, что сейчас будет что-то такое вах-вах-вах, для него интересное. Вот, потому что совсем затормозить собаку, если там пытаться выставлять требования, там, разворачиваться, уходить, то можно расстроить и себя, и собаку. То есть я считаю, нужно приезжать просто заранее в ситуации. Хорошо, сразу вопрос. А соревнования? На соревнования же нет возможности приехать заранее. Вот, допустим, день соревнований, какие-нибудь полевые испытания у нас бывают. Вот приезжаем, все, и вот утром... Вы можете собаку подобные условия ставить, да, то есть вы можете, к примеру, полевые испытания, да, но вы же знаете прекрасно, что есть еще поля там по соседству и так далее. Я не знаю, там, наверное, в ваших полевых испытаниях, если нельзя участвовать в тех же местах, то, значит, вы можете показать собаке какие-то там, рядом со своим домом подобные условия, не знаю, еще что-то. Не получается. Потому что тут сразу приезжаешь, сразу огромное количество собак, сразу движуха, сразу кто-то почти на каждом таком мероприятии с сукой, которая там от которой чем-то пахнет. Вот. И в совокупности это все, конечно... Как правило, понимаете, тут ситуация такая. Надо учитывать, что есть обывательская дрессировка, то есть когда мы делаем просто для города удобную себе собаку. Есть любительская дрессировка, да, то есть когда вы готовы ходить на соревнования, но для вас это не цель в жизни. Вот, да, есть спорт.
Вот. Это как бы тоже тогда, когда вы хотите достичь каких-то высоких результатов. Это не говорит о том, что моя спортивная собака не может находиться в городе. Это совершенно. То есть моя спортивная собака может находиться в городе, но я не буду свою спортивную собаку таскать, к примеру, по ресторанам каждому в углу в Москве. Мне это не нужно. То есть у нас совершенно с ним другие цели и задачи. То есть, к примеру, я в своей ситуации избрала, к примеру, проживание за городом именно потому, что я не хочу свою собаку грузить городскими условиями. Да. Мне нравится жить за городом, потому что когда у него нету спорта, он когда может отдыхать, ему легче гулять в поле, чем постоянно состыковываться с большим количеством собак и уставать от них. Однозначно. Вот, да, то есть вот это как бы... И здесь нужно четко понимать, что и мне, как владельцу большого количества собак, легче так жить, да, потому что я не могу выступать только с одной собакой. Вот. Но есть уровень просто послушания городского. Тут тогда человек должен понимать, что он тратит свое личное время на то, чтобы эта собака слушалась. И он ходит там куда-то там. Кто-то ходит в рестораны, хочет пойти, кто-то хочет там в гости с своей собакой ходить, да, то есть кто-то хочет по Арбату с собакой гулять. Пожалуйста, возможностей много. Именно эти моменты становятся наиболее подкрепляемыми у собаки. Подкрепляемым спокойным состоянием хозяина, радостью хозяина, какой-то едой подкрепляется, играми подкрепляется, да? Вот, то есть это один уровень собак. То есть нарабатывается навык какой-то. Нарабатывается навык житья в городе, да. Ежедневного житья в городе, когда собака научается в этой ситуации расслабляться и получать удовольствие. И хозяин начинает видеть этот результат, вот, тоже расслабляться и получать удовольствие. Как бы, и тогда эта собака, часто находясь в городе, живя постоянно в городе, вот, она идет спокойно на поводке при правильной дрессировке, да, то есть, видя собаку, не ломится к ней, вот, потому что она привыкает, если ее за это подкрепляют, за то, что она общается с хозяином, а не общается. Вот. Они умеют встречаться адекватно на каких-то площадках с другими собаками, вот. Если ее, опять-таки, и легко вызываются от этой собаки, если подкрепляют за то, что собака выходит из ситуации. Вот. Это первая городская там дрессировка. Есть люди, которые находятся чуть повыше ступени, это которые как бы любительская дрессировка, да, то есть это уже как бы у них собаки могут жить там в городе, да, там они ездят на дрессировочные площадки и начинают где-то выступать на соревнованиях. Вот, то есть это там, вот у нас в танцах есть такой открытый класс или дебют-класс, да, то есть это начинающие, где люди пробуют свои силы, смотрят, могут они, готовы они работать, потому что любой выход на соревнования – это стресс. Как бы то ни было, вот вы приезжаете на соревнования, вот вы приезжаете на свои полевые испытания. Ну, согласитесь, вы испытываете определенное возбуждение. Вы встали заранее, вы собрали вещи, вы понимаете, что там сейчас вас будут смотреть. Да, то есть вам будут ставить оценку. Вот. И вы начинаете испытывать, собака, живущая с вами, ощущает это возбуждение. Она понимает, что что-то изменилось. Вот. То есть если бы вы каждый день ходили бы на эти полевые испытания, вы бы что? Вы перестали бы от этого возбуждаться. Да, то есть ваше состояние было бы спокойное, конечно. И что бы собака делала? Она бы тоже не возбуждалась. Она бы читала вас, потому что надо понимать, что любая собака – это продолжение хозяина. Вот. То есть если я нахожусь в возбужденном состоянии, моя собака ловит это и начинает говорить: что, где, как, куда бежим? Вот. Он понимает это, да? Вот. И вот... То есть человек, который начинает заниматься любительской дрессировкой, вот он должен понять, что вот это возбуждение от каждого похода на соревнования в нем присутствует сильнее, чем у профессионала. Мы уже на другом уровне находимся. Мы, когда идем на соревнования, мы, конечно, где-то подстрессовываем там, да, то есть у нас есть это, но у нас это уже настолько глубоко закрыто, вот, что и собака уже привыкла, что мы куда-то выезжаем, да, то есть она приезжает, она знает, что она должна приехать, сесть в клеточку, там, полежать, поспать, отдохнуть, она не напрягается, вот, да, то есть, к примеру, вот чем любитель отличается от спортсмена. Если приезжает спортсмен на соревнования, что он достает? Он достает клетку, ставит и дает возможность собаке отдохнуть. Что делает любитель? Он приходит со своей собакой и начинает таскать свою собаку по всем углам. Вот это уже как бы, да, то есть он не понимает, что собаке надо приехать и сначала отдохнуть. И проще собаке наблюдать за миром из своей норки.
Вот. И расслабляться в своей норке, чтобы быть более-менее, ну, чувствовать себя защищенно. Вот. Любитель же считает, что он может свою собаку адаптировать за счет того, что везде ходит. Но это является небольшой ошибкой в данной ситуации. Вот. То есть, к примеру, если бы я приехала, да, то есть, к примеру, даже там, первый раз на какие-то соревнования, про которые я ничего не знаю. В любом случае, я бы взяла с собой клетку или там, оставила бы ее в машине, пошла бы осмотрелась сама сначала без собаки. Я всегда так делаю, вне зависимости от ситуации. Собачка у меня в клеточке, я иду осматриваюсь. Чтобы понять, куда я могу привести собаку, как ей будет там комфортно, где, простите, у нас суки в течке или без течки сидят, чтобы тоже свою собаку не провоцировать, своего кобеля, да? Выясняю, кто тут, что тут, да, и только после этого я озадачиваюсь, куда пристроить куда можно пойти со своей собакой, чтобы она чувствовала себя комфортно. То есть я не делаю, я не таскаю свою собаку сразу, не понимая ситуации. Вот в городской собаке они как бы могут легко войти вот в это самое, да, то есть, но тогда они тратят свою энергию не на выполнение каких-то навыков, а тратят энергию на то, чтобы адаптироваться. Адаптироваться, да, на адаптацию. Вот. И это как бы надо понимать, что вы хотите. Вы хотите сегодня высокого результата на соревнованиях или адаптировать свою собаку? То есть нельзя ставить сразу две цели. Это слишком много для одного бедного животного, да? То есть, если вы хотите высокого результата, дайте ей отдых. Поймите ее ситуацию, вышли, посмотрели, огляделись, поняли, где собаке будет спокойно, пошли погуляли в спокойном месте, посадили собаку в спокойное место, дальше пошли тусоваться. И вышли в поле в работу. Что происходит? Работает закон накопления энергии. Собака энергию потратит на выступление. Если же вы собаку везде с собой потаскали, на регистрацию собаку привели, там еще куда-то опять собаку привели, там вам что-то судья рассказывает там перед выступлением, вы опять с собакой туда пришли, у нас, к примеру, можно не ходить, то собака тратит энергию на адаптацию. Зачем она? Как мы делаем? Вот, к примеру, я как спортсмен делаю. Я делаю очень просто. Если я приехала на соревнования, я, значит, уже сказала, что я оставляю собаку в покое, я ее не насилую. Я с ней как бы нахожусь, она находится в сезоне комфорта и отдыха. Сама я иду выясняю. После того, где что. А потом я привожу собаку уже в тренинг, прям в тренировочный там или ринг, и это самое. После того я иду с ней, выступаю. И после выступления, если у меня есть возможность, вот в этот момент я могу потратить оставшиеся ее силы на адаптацию. Я могу пойти походить между собаками, если это, например, большая выставка типа Евразии, как раньше было, я могу взять собаку, пойти ей купить ошейничек. Это произойдет после. Если на следующий день у меня нет выступлений. Вот если мы ездили на миры, да, то есть мы там 3 дня соревнуемся. Вот в 3-й день, в последний, после 3-го дня, мы с собаками идем покупать то, что покупается им, да, там, там большие выставки были. Да. Никто после 1-го дня, я, к примеру, и наши спортсмены, никто не таскает свою собаку. Собака должна накапливать энергию, чтобы отдать свою энергию наивысшим образом в соревновательный ринг. Вот тогда вы будете иметь результат. Понятно. То есть это, и к тому, что я тоже могу сказать, что, конечно, когда я приезжаю с молодой и неопытной собакой в новое место, она может начать возбуждаться, радоваться людям, интересоваться собаками. Это нормально. И если я постоянно буду просто ее одергивать, то она устанет, и она выйдет в ринг уже расстроенной. Мне это зачем? Поэтому я исключу, я сделаю минимально. То есть я вижу собаку, я отойду в сторону. А все знакомства после. После того, как я закончу свои выступления. После окончания соревнований. Я думаю, что Полина очень раскрыто ответила на этот вопрос, и это будет информация полезна не только мне, но и всем вам. А теперь второй вопрос, который я задал по поводу течных сук. Если здесь мы все поняли, то есть если в 2 словах, то если ты хочешь, чтобы собака на что-то не возбуждалась, ты занимайся этим постоянно, либо, эти приоритеты, да, если уже попал в такую ситуацию, то расставляй. А что касается течных сук, какой совет будет? Потому что здесь все это происходит внезапно, ты идешь с собакой, и если собака на поводке, то, собственно, ничего не происходит. Ты его одернул, пошел дальше.
Но если вдруг оказывается, как вот у меня в этом году было, когда было долгое время, был ковид у меня, и он долгое время был дома, вот, потом в первый день мы с ним вышли, я, к сожалению, не взял с собой ни дамисов, ну, то есть занять я его ничем не занял, просто пришел в лес, отпустил его, вот, и он где-то унюхал там кого-то и ломанулся, какое-то время гулял. Вот как этих ситуаций можно избежать? Ну, вы знаете, такая ситуация очень часто возникает после лета, или вот как раз после болезни, когда вот люди были на дачах, жили с собачками на даче, да, то есть как бы, а потом возвращаются в Москву. Их собаки, как правило, в этот период менее управляемые, чем под конец зимы. Это именно связано вот с этой возможностью, неумением управлять свободой, которая вдруг возникает, да, то есть как бы на дачах людей там, ну, как бы вольное такое существование, как правило, на участочках там собачки гуляют, мало кто за участки ходит, но если ходит, вот, то все равно чувствуется эта воля, да, вот, и собаки, возвращаясь в Москву, и люди, возвращаясь в Москву, что-то как-то расслабляются все, и вот тут вот собачки начинают носиться по это самое. Ну, как бы самая первая рекомендация, это, конечно же, когда вы все-таки знаете, что вы мало общались с собакой, мало тренировали собаку. Опять-таки же, собака давно не входила в эту ситуацию. Это первое, это, конечно, нужно идти с собакой сначала все-таки на поводке. Опять-таки же, надо, как я сказала в начале, надо понять ситуацию, в какой ситуации вы сейчас находитесь, что там, может быть, там, вот понимаете, как вот за месяц, что вы отсутствовали, там, болели, да, а может, там вообще ямы накопали. Ну, как освободить, высвободить свободный полет, да, или там, может, я не знаю, там, выставили что-нибудь такое, куда собаке бы не стоило уже попадать. Поэтому я в этой ситуации, я честно скажу, я по городу гуляю с собаками на поводках. Я не экспериментирую, потому что город – это система опасности, это система, где собака может улететь в трубу моментально. Да? То есть, и тут вы не знаешь, откуда что выстрелит, как говорится. Хорошо, вот, если там нигде прям рядом петарда не стрельнет, прям в ухо, да, собаки, еще что-нибудь. Там есть велосипедисты, машины, еще что-то. Поэтому я, это самое, по городу, я считаю, что собака, приезжающая или там, как бы, по крайней мере, первый месяц после этого самое, она должна быть постоянно под контролем, после каких-то таких ситуаций. Вот. То есть нужно сначала опять-таки потихоньку окунуться заново в эту ситуацию, заново. Чуда не будет. Вот честно вам скажу, никакого чуда я вам сегодня не расскажу. Ну, вот, то есть в любой процесс надо войти постепенно, как в любую воду, да, то есть если вы как бы после бани окунаетесь в холодную воду, это, конечно, результат бывает, но не для всех, да, то есть как бы здесь вот так не надо себя вести, то есть нужно аккуратно войти с собакой в режим, потому что может иначе случиться вот такой ахтунг, что собака куда-то ломанется, вот. Поэтому здесь вы опять-таки же возвращаетесь к тому, что там собаку начинаете чаще подзывать, потому что пока вы гуляли, болели, вы, скорее всего, выходили, и собака на поводке ходили, и, скорее всего, плохо себя чувствовали, плохо подзывали свою собаку. Вы просто даже не отрабатывали, потому что вам было нехорошо. Так же и в деревнях происходит. Ну, на даче, когда они живут, они не подзывают собак, им куда деваться с участка. Что надо сделать? Надо вернуться в Москву и начать подзывать, ну, в Москву, там, в город, начать подзывать собаку, вообще проверить, ты вообще ко мне подходишь, ты меня вообще слышишь? И это, конечно, первично надо сделать на поводке или на веревке, кто как гуляет, да, там. Вот. Второе. Нужно напомнить собаке, что не надо подбирать, потому что в деревне-то можно было копать ямы и что-то там сожрать с пола, да, это не так страшно. То есть тогда нужно надеть на собаку хотя бы намордник, напомнить ей, да, или проверить, что она знает, что вся еда в кармане, да. Вот. То есть нужно чуть-чуть на собаке хотя бы там какое-то время, там неделю-две посвятить возврату в ситуацию. Возврату, то есть окунанию потихоньку. И тогда вот, вы как раз уже пройдетесь по своей территории и поймете, ну, где вы раньше гуляли, где тут какая течная сука. И за счет того, что вы 2 недели погуляете на поводке, вы сможете собаку вовремя отозвать. И он вспомнит законы. Да. Он их просто восстановит в своей памяти, да, то есть и все. Вот, потому что, ну, чудес не бывает. Или мы... Да, ну, как бы, вот я могу сказать так, у меня есть высшее образование, я там очень, как бы, занималась программированием 15 лет, да, после этого я ушла в дрессировку собак. Я могу точно сказать, я, наверное, смогу вернуться к программированию, но месяц
мне придется заново восстанавливать то, что было. А может быть, чуть дольше, да, потому что, ну, как бы уже ушло вперед за это время что-то. Тут то же самое. Мир не стоит на месте, и надо понимать, что нужно что-то восстановить. Если ты вышел из этой ситуации, да, там, к примеру, я там, к примеру, полгода не выступала, да, ну, например, не дай боже такой ситуации, полгода не выступаю на соревнованиях. Понятное дело, что я немножко буду по-другому себя вести на соревнованиях, нежели чем я выступаю каждый раз в месяц. Да. Ясно? О, да, на 100% ясно. Окей, теперь, как я и обещал, Полина нам сейчас покажет на примере Никиты, это щенок 6-месячных, чему можно научить собаку, когда ей 6 месяцев, при условии, что с собакой заниматься с первого дня, как только она попала к хозяину. Давайте посмотрим. Итак, Малинуа, ее зовут Никита, ее звали Никита. Ее да? звали Никита, да. Я тоже смотрел этот фильм. Вот. Мы не то, что смотрели этот фильм, а то, что мы это самое, как его называется, когда ее привели, на первый раз, когда здесь была защита, мы ее привели, вот, и она почему-то легла на рукав фигуранта, вот, и я сказала, ее зовут Никита. Она так это сделала делово, по-хозяйски сказала, что вот, я вам тут такая охранная вся. Никите сейчас 6 месяцев. Да, Никите 6 месяцев и 1 неделя. Дрессируешь ты ее с 1,5 месяцев, да? Ну, она ко мне домой приехала в 46 дней, да. Это как бы получается внучка моего Фили. Вот, то есть это как бы получается собака от Фили сестры это Сабура. первая собака, да, с которой все начиналось? Фили, да, это Первое мой поколение. первый малинуа, с которым я начинала танцевать, и вот это уже внучка. Как бы мы начинали совершенно потихоньку, как бы понятное дело, что практически сразу мне было интересно чему-то ее научить. Вот, занятия с ней проходили, они не очень длительные, вот, они так как бы занимают немного времени. Ну, то есть идеально со щенком заниматься небольшими порциями, небольшими да? порциями, да. Если есть возможность, лучше заниматься там 3-4 раза в день. Вот, и при этом как бы делать разнообразные программы. Но все точно так же, как и в детских садах. То есть если вы начинаете циклиться на чем-то одном, собака уходит, она устает. Она не может это делать, потому что она маленькая. Вот. Ну и первое, чему, конечно, это самое. То есть первые 45 дней она у меня училась дома кушать с рук. Вот. То есть я считаю, что, в общем-то, ну, щеночек должен уметь хорошо кушать с рук, знать, что еда – это не манна небесная, которая сама как-то в миске образуется, а понимать, связывать появление еды с хозяином. Вот. То есть это не говорит о том, что она не ест из миски совсем, она ест из миски. С хозяином или с работой? Ну, понимаете как, я все-таки стараюсь, чтобы собака со мной жила. Я, конечно, люблю, что она хорошо работает, но я живу, ну, все-таки для меня важно там пойти погулять с собакой, и собака должна ко мне подойти. Вот. Это не является работой, это является моим желанием, да. Вот. Мои собаки могут работать с другими людьми. То есть они совершенно спокойно общаются с другими людьми. Это сам Никит. Вот. Они любят других людей. И иди сюда. Но при этом они, я считаю, что Никита, ну, как бы вообще собака должна понимать, что я источник ее радости. Вот. И собака, вот я очень часто, когда даю еду, стараюсь именно, ну, как бы показывать радость, да, тому, что это сам. Когда вы сыпете просто в миску, да, собака, ну, просто ест и все. Да. Вот. И когда вы даете все-таки с руки, собака делает какой-то простой элемент, даже простой, там, посидела, да, то есть вы можете успеть перед тем, как дать еды, собаке повосхищаться. Это важно. Вот в дрессировке очень важно научиться восхищаться тем процессом, который ты совершаешь. Восхищаться своей собакой, восхищаться тому, чему ты ее научил, чему научились вы вместе. Тогда собака начинает понимать, что это ценно. Вот. И здесь именно... Когда я даю собаке еду не сразу миской, оптом, то есть, получается, я ей сразу все отдала, да, она там как бы уже решает, как с этим поделиться. Вот. И когда я даю частями, все-таки я растягиваю это восхищение, этот процесс. Иди сюда. Вот. И в итоге как бы собака начинает это ценить.
Вот. У меня есть разные моменты, которые сразу с детства я объясняю собаке. Вот. Это я приучаю собаку к команде места. Место бывает у меня в качестве подстилки или в качестве коврика, вот, или в качестве клетки. То есть я сразу приучаю собаку с детства оставаться в клетке. Ну, у меня еще и малиной, и я предпочитаю, чтобы у меня дома как бы не сильно был ремонт после каждого щеночка, который у меня там живет. Поэтому у меня собака умеет жить в клетке, и в мое отсутствие, пока щенок растет, они, как правило, остаются в клетке. Туда она при этом клетку не считает какой-то тюрьмой для себя, Не да? считает, совершенно. Она с радостью домик. будет бежать в клетку, потому что часть еды, вот как раз там, если мне там некогда, еще что-то, да, то есть я понимаю, что я не успеваю собаку покормить, вот, то часть еды я отдаю собаке именно в клетке. После прогулки, к примеру, я пришла, у меня там, к примеру, уже работа, да, вот, у меня что-то осталось после прогулки еды, я за то, что мы хорошо с ней погуляли, за то, что она я часть еды собаке отдаю в мисочке в клетке. Вот. И собака начинает очень ценить эту клетку, она в ней отдыхает. Это опять-таки же, с учетом того, что у меня по дому много собак перемещается, собак, кошек, людей, вот, то для нее это место отдыха. Это ее, знаете, как люлька, как ее личная кровать. Домик. Да, то есть никто туда не посягает. Вот. Это ее личное пространство. Молодец, умничка. Потому что, кстати, если не приучить к этому собаку, то с Боло была история, когда я приехал на перевоспитание тогда к Полине, то Боло, конечно, очень был недоволен. Он даже выть там начал, по-моему, да, у нас в этой клетке. Когда первый раз собака села в клетку в 1,5 года. Это, конечно, для него был стресс. Но, тем не менее, он посидел, привык. Потом я ему дома стал ставить клетку открытую. И он в нее через какое-то время, не сразу, но через какое-то время начал в нее заходить, в эту клетку. И потом уже через несколько месяцев он начал ее воспринимать как домик. Вот. Я с детства этим занималась. То есть у меня часть еды уходила на то, чтобы эта самая собака жила в клетке. Часть еды я кормила... за то, что собака как бы общается со мной, да, то есть, к примеру, собака движется за мной, потому что вот эти вещи формировать, как бы движение собаки за хендлером, можно начать, за хозяина, можно начать прямо с детства формировать, потому что, пока щеночек маленький, вы берете и привлекаете собаку, идет собака за вами, вот, она должна научиться ходить за вами. За вами. Это очень важно. Вы должны научить собаку двигаться за вами, следить за вами. Что такое еда? Вот так вот еда. Еда – это энергия. Энергия, которую вы дарите собаке в качестве презента за то, что она себя хорошо ведет. Конечно, когда вы становитесь более опытным, вы можете дарить свои эмоции в качестве хорошего презента. Это та же энергия, да? Браво, да, молодец. Вот это браво, молодец, да. И мы всех, когда учим, мы говорим перед тем, как дать еды, вам нужно обязательно свою собаку похвалить. То есть сначала объяснить собаке голосом, что она гениальна, а потом уже помочь с помощью еды и дать какую-то энергию. Конечно, с опытом приходит, что можно эту энергию в виде еды уже не давать. Но сложно обычному человеку не подтверждать это поведение в виде еды. Но если собака не хочет ту энергию, которую вы ей дарите, да, например, отворачивается от еды, то придется что-то с этим делать. Или искать какую-то другую энергию, вот, или игрушку, или более вкусную еду. Вот. То есть это все сложно уже получается. Поэтому в базе, хотите вы собаку покормить, берете, неважно у вас каша, мясо, там, сухой корм, берете и ходите от собаки, приучаете ее к тому, что она ходит с вами, за вами, движется за вами, да, то есть вот это вот движение за вами, не отвлекаясь. Молодец, умничка, супер собака, ты бравушки, умничка. Я считаю, что это основное базовое упражнение, оно потом требуется и нам в танцах, оно называется у нас фронт, да, когда собака начинает красиво двигаться и так далее. Вот. Но это база, это где собака должна идти к хозяину, всегда идти к хозяину. Вот. И вот базово с этого я именно начала, что приучала собаку, что она знает о том, что она получает от меня еду. Движение за мной. Вот. Второе базовое упражнение, с которого я начинаю, это объяснение, что есть такая вещь, как отсроченное подкрепление. Это тоже закладывается в детстве. То, о чем все люди мечтают, о том, чтобы их собаки в будущем работали без еды. Да.
да, но как бы здесь самое сложное — научиться как бы объяснить себе и собаке, как это работает, да. Вот. На отсрочное подкрепление как бы там идет система такая, то есть вы, ну, если самый простой пример, то есть у вас есть еда в одной руке, вы делаете вид, что вы отвели руку в сторону пустую, да, здесь нет еды. Собака туда пошла, заинтересовалась, вы сказали: да, молодец, вернули, дали еду. Показали собачке, сделали вид, отвели. Да, вот туда сходи, туда сходи, да, вот туда сходи, да, молодец, вернули. Вот. Вы приучаете собаку, вот здесь, на этом этапе, это тоже одно из базовых упражнений, вот, приучаете собаку к тому, что она научается контролировать ваши действия. Она не просто тупо смотрит на кусок и говорит: дай его, я работаю только за кусок. Она начинает понимать и анализировать ситуацию, как она его зарабатывает. Вот. Что для того, чтобы получить этот кусочек, нужно что-то сходить сделать, да, чтобы это самое. И хозяин в этот момент очень радуется, когда я туда пошел, что-то сделал. Вот. То есть это тоже вот одно из базовых упражнений. Потом вы усложняете каждый раз. Показали кусочек, отправили собаку, вот, к примеру, прокружили, да, собачку. Там тоже ничего нет в руке, да? Сейчас ничего нет, Ага. да. Просто я не показываю ей, собаке не показываю, да, то есть я формирую, да, молодец, умничка, базовый. Я могу с открытой ладонью, но мне кажется, что собаке проще делать это так, и как бы она верит. Ну, тем более щенку. Да, молодец. Да, отличная собака. Вот, то есть это типа, просто еще есть такое поведение у людей интересное, да, когда у людей заканчивается еда, они делают вот так: нет ничего. И все, и собака побежала в это. И собака убегает, да. Поэтому я вот как бы говорю, вот если вот это движение вы делаете, скорее всего, собака за вами пойдет. Это формирование как бы, потому что, ну, оно естественно для человека, когда у него есть что-то в руке. Вот. Вы формируете эту привычку у себя и у собаки. Вот. Потом я могу руками работать как угодно, когда уже есть. Но мне нужно зрительно видеть, что моя собака ходит без еды за мной тоже и делает какие-то упражнения, я должна зрительно это зафиксировать. Ну и любому это самое. Вот я собаку и себя к этому приучаю, потому что тут дрессируется не только собака, что она делает, там, с едой, без еды. Еще важно дрессировать человека, чтобы он мог это увидеть и запомнить, что да, собака работает. Да, вот нет у меня еды, а она взяла и крутанулась. Я могу попробовать это сделать уже в другой ситуации. Вот, молодец, умничка, ты супер собака. Молодец. И вот я вам говорила, что мы учили команду места. Пойдем, Никит. Вот. Давай, иди сюда. Это одна из любимейших наших команд. Как это говорится, нужно щеночка готовить к фотосессиям. Самая простая вещь, которая, когда вы приходите в любую точку, если вы возьмете какой-то свой предмет, и с детства, ну, там, дома к какому-то предмету поприучаете чуть-чуть собаку, то потом собака начинает на этом предмете как бы фокусироваться, фиксироваться и оставаться. Предмет, принадлежащий хозяину, собака понимает, что хозяин всегда сюда вернется, и, значит, собака может остаться там и быть спокойна. Вот. Ну, с собой клетку везде не потаскаешь, ну, если у вас Нью-Йорк. Да, если у вас малина, все-таки проще тряпочку. Можно рулеточку, можно вообще любую, можно хоть шапку с головы снимать, перчатку, неважно. Вот. Главное привязать собаку к предмету и показать ей состояние покоя. Потом это очень удобно, я говорю, для фотосессии, самая тема. Вот. Мы кладем собаку, приучаем ее к вещи, да. Вот. Собака должна остаться и зафиксироваться на вещи. Вот, и ждать, пока мы как бы это самое, да, то есть, ну, надо сказать, что ей 6 месяцев, да, у него неплохая выдержка, с учетом того, что это активный малинуа. Вот, молодец, умничка, ты моя солнышко, ты моя радость, умничка, молодец. Вот, в этот момент как бы собака должна просто, ну, ждать, пока ей разрешат там это самое, куда-то пойти или там подождать, пока, молодец, умничка. Супер собака, молодец. Ну, вот как бы самые прекрасные снимки можно добиваться от собаки, научив ее лежать на месте. Ты моя красавица, ты моя умничка, молодец. Ложись, да, молодец, ложись. Молодец. Что, голова не ложится уже? Как бы, да, молодец, умничка. В моей ситуации мне все равно, кладет она голову или нет. Мне просто нравится, когда она вот такое лицо делает.
Молодец. Вот сейчас, когда она завалилась, это совсем позиция релакса. Я как бы в дрессировке это не сильно подтверждаю. Вот. Но, в общем-то, если длительная выдержка нужна, не спортивная, а просто отдыхающая, то завал тоже хорошо. Угу. Вот. Просто она знает, что я это не подтверждаю. Я люблю... Ну, Не опять-таки подтверждаю, это не поощряю. Ну, я ее исправила, да. Я сейчас подошла, исправила Да, небольшим да, движением, чтобы- она легла правильно. Вот. Не подтверждаю, то есть я как бы не даю еды в этой ситуации. Да. Прошу исправиться. Вот. Тут дома мы потихонечку учили собаку вот этой команде, да, то есть первое, чему я учила, двигаться, вот, приучала к клетке и вот приучала к месту, к виде. А вот эти базовые сидеть, лежать, стоять? Сейчас объясню. Молодец, умничка. Ложись. Да, пойдем. Как его называется здесь, вариант, то есть смотрите, есть опять-таки же, есть спортивная собака, есть собака домашнего. Для спорта необходимо понимать, что нужны корректные посадки, нужно корректное движение рядом, так же, как и движение рядом, есть разные. Да, то есть есть домашнее городское движение рядом, есть спортивное движение рядом. Это очень большая разница. Вот, причем для каждого спорта свое движение. Вот, это говорит о комфортности, да, то есть собака сама приняла решение пойти туда и подождать, и как бы пока ей так комфортно. Вот, да, то есть я отвлеклась, она говорит, я вот пойду позарабатываю. Вот, очень удобный вариант, то есть она вот так живет, ей прям это нравится. Вот. И здесь получается, что когда у вас просто домашняя собака, то вы можете учить собаку как угодно, садиться, ложиться и вставать, ну, стоять. Вот. Когда же у вас спортивная собака или там выставочная собака, то нужно уже соблюдать определенные идеи, как она должна вставать. У нас в танцах собака должна стоять красиво. То есть если вы показываете собаку, ну, вы понимаете, да, танцы — это там... Да. Все должно быть как бы в соответствии, да, с музыкой, с образом и так далее. Если собака... Иди ложись. Никит! Пошла куда-то. Отвлеклась. Да. Иди ложись. Она говорит, может, мне кусок кинули, а я до сих пор что-то пропустила в этой жизни. Если у вас собака в будущем будет выступать на соревнованиях, вам надо учитывать, как вы делаете постановку, укладку, потому что это все важно. Вот. То есть, когда собака садится, встает и ложится правильно, идет определенная физическая нагрузка, распределенная физическая нагрузка. То есть лежать, стоять собака должна делать корректно для того, чтобы мышцы прокачать, к примеру, чтобы ее суставы работали правильно и так далее. Вот, то есть это тоже все нужно учитывать при дрессировке. Это в спорте. Вот. Если же у вас городская собака, то можно не заморачиваться. Ну, села и села. Ну, как-то, лишь бы села. Вот, то есть здесь это самое. Легла и легла. Вначале, пойдем, когда вы начинаете собаку учить, вот, тому же сидеть, лежать, стоять, вот, то, в общем-то, неважно, как она. Главное, чтобы она села. То есть вот базово, да? То есть, ну, села и села. Вот типа сидит она. Давай лапы поправь только свои. Да. Вот, сидеть. Вот так вот. Но она умеет сидеть. Молодец, умничка, супер собака. Вот, потихонечку нарабатывается выдержка. Я выдержки делаю в точках. То есть я как бы... Гуляй. Когда я занимаюсь выдержками, то для выдержки использую место такое для себя, обозначающее. То есть, ну, там... я приучаю собаку находиться в определенной точке. Сейчас... Поправлю чуть-чуть. То есть, когда мы говорим о выдержке сидеть, лежать, стоять, вот, мы должны понимать о том, что собака должна научиться не уходить с определенной точки. Вот. В моей теории дрессировки, которую я как бы себе в голове сформулировала благодаря там опыту, работы с разными дрессировщиками, иди туда. Вот, там в базе, да, то есть там вообще отсматривая кучу собак, которые через меня прошло, мне понятнее и проще объяснить собаке находиться в точке, которую я вижу сама, и собака ее как-то ощущает. Вернись. Да. Молодец. Вот я в своей дрессировке, ну, как бы решила, что вот у меня будет какая-то зонка, в которой собака должна быть. Вот. И я там учу собаку находиться. То есть изначально я делаю, получается, именно команду стоять, чтобы собака с места куда-то не двигалась.
Вот. И мало того, то есть я подкрепляю собаку различными способами. Вот. То есть я подкрепляю за то, что собака там находится, или могу дать ей отвлечение в виде выкинутого куска и ждать, когда собака туда предложит и сама вернется. Угу. Молодец. Да? То есть она сама приходит в ту точку, это самое. То есть собака понимает. И при всем желании, да, ее двинуться за мной, она пытается удержаться. И зрительно я понимаю, что там собака остается, да, то есть у меня нет сомнений, что тут я ее оставила, пока я спиной к ней ходила, да, это хорошо, что у меня здесь зеркало. Но не на каждой улице, не в каждом доме есть столько зеркал. Вот. Но я возвращаюсь и вижу, что собака, да, вот она где была, там и осталась. Можно использовать стул, табуретку, можно использовать любую палку на полу, швабру некоторые у меня дома используют. Главное, на вот сидеть, лежать, стоять, в общем-то, это выдержка. Что такое выдержка? Выдержка – это когда собака осознанно понимает, где она располагается сейчас в пространстве. Осознанно. То есть она и начинает в этой позиции отдыхать. Давай постоим все-таки. Я тебя еще не сажал, давай постоим. Да. Да, молодец, умничка. Вот. Молодец, умняшечка. Так, ну, стоять понятно, сидеть тоже. Теперь то самое базовое упражнение, хождение рядом, которое все должны уметь, но не все умеют. И посмотрим, как с этим справляется, да, Никита? Ну, во-первых, у Никиты, конечно, сейчас на данный момент движение рядом, само движение рядом, оно еще до конца не сформировано, гуляй, потому что, вставай, эта собака еще находится в росте, она растет. Вот, и сейчас, на данный момент, я не показываю ей окончательную позицию рядом, то, как будет это в танцах. Вот, потому что в танцах она должна поднять, ну, как бы вырасти, а потом я ей покажу точку, куда она будет ориентироваться. Вот, когда мы работаем с движением рядом, сейчас, на данный момент, у нас там есть таргетное обучение. Вот, я думаю, что мы потом как-нибудь посвятим время этому именно таргету и как это работает. Вот, поэтому на данный момент она умеет ходить рядом просто так, вот если мне надо в городе пройтись или там по улице пройтись на поводочке, да, то есть я показываю собаке просто руку в качестве мишени и прошу идти здесь. Вот, то, что, да, молодец, умничка. И периодически эту позицию вы собаке выкармливаю. Вот, да, то есть, ну, как бы подкрепляю. Вот, то есть я беру мишень, руку как мишень, выставляю ей, и вот собака идет, да, то есть и здесь пока сильных команд нет, но могу сказать, там, иди здесь, пожалуйста, да, пойдем вот здесь. Вот, ты здесь идешь, да, молодец, отлично, молодец, вот ты здесь идешь, умничка, молодец, вот так вот, да, вот здесь ты идешь, да, молодец. Это городская команда здесь. У меня в городе команда здесь. То есть если в танцах я использую там команду рядом или фус, то здесь я использую именно здесь команду. Вот. То есть я беру собаку и показываю ей позицию. Говорю, вот здесь иди, пожалуйста, молодец. Вот тут вот ты идешь, молодец. Вот. Если мне необходимо, чтобы она села, я могу ей подсказать, чтобы она села. Так как с учетом, помните, я вам показывала одно из упражнений, когда собака, да, молодец, касалась руки, помните? Да. Вот, там в начале мы касание руки, да, движение, вот. Она у меня знает, что если она вот так идет и контролирует мою ладошку, мой кулачок, вот, то она должна вот как бы, то она где-то в какой-то момент получит поощрение, подкрепление. Молодец, вот умничка, молодец. Садись, пожалуйста. Молодец, сюда поближе давай, давай поближе. Молодец, отлично. Еще поближе давай. Да, молодец, отлично. Вот здесь, да. Молодец, да. Вот здесь. Да, умничка, молодец, отлично. Вот. Это городская команда. Это без это самое. И вот так я буду с ней ходить, если мне надо, вот, то я буду переключать собаку вот на руку там. Если совсем будет плохо, то возьму стимул в руку и буду стимулом переключать, и потом давать через кулак. Я сжимаю еду в кулаке и двигаюсь вот так вот. Вот так вот двигаюсь. Это база вообще, база. База. То есть вы когда идете, да, двигаетесь за кулачок, даете собаке еды, да, то есть вот здесь есть в кулачке, собака работает с кулаком, получает еды, опять работает с кулаком, получает еды. Давай, давай.
нажимает. Она его не жрет, она его именно нажимает на кулачок. Получает еды, нажимает на кулак, да, и когда там даже нет еды, да, там, предположим, да, я даю еду из кармана. Да. И со временем собака приучается как можно дольше это делать. И вот здесь она как раз уже научается ходить долго рядом. Скучно, долго рядом. Но вот здесь я не слежу за ее шагом, я только слежу за тем, что вот она вот находится в зоне руки. Ну, вот данная собака, потому что с ней так удобно. Вот. Это самое. Тогда собака вот потихонечку, я могу с правой стороны точно так же делать, то есть ей, в общем-то, все равно, в какую руку, то есть какая рука становится активной, да, та и ведет ее. Вот, да, иди здесь, молодец, вот здесь иди сюда, молодец, отличная собака, молодец, умничка, да, умничка, ты супер собака, молодец. Как-то так. Да. Вот. И вы базово, ну, то есть вот именно так я нахаживаю с собакой, и она начинает тогда у меня по городу спокойно как бы идти, потому что она понимает, вот. Почему не все время с едой в руке? Потому что собака, когда вы держите кусок в руке, и всегда держите кусок в руке, она не думает, она просто ест. Ну, она думает только о еде. Вот в чем вопрос, скажем так, да? А если вы все-таки с пустой рукой работаете, именно, то есть фокусируете собаку, она начинает контролировать, что она делает, чтобы получить еды. Это немножко разные фазы движения. Она говорит, окей, я вот тут вот так вот шла, прижималась, здесь вот у меня где-то нога была хозяин, меня хозяин хвалил, я даже слышала, что он говорил, что это здесь, ну, в моей ситуации, да? И потом я получала еды. То есть идет поведение осознанности. Она осознает, что она делает для того, чтобы получить то-то. Да. Вот это очень важно. Потому что если вы просто за еду идете все время, то как бы, ну, базово мы так делаем, да, то она не осознает, едой, она просто ест. Вот. Она, конечно, понимает что-то, но намного меньше. Вот. Вот таким образом. То есть вот по команде рядом мы вот потихонечку делаем, формируем. А вот так у нее будет красивый рядом для танцев, поэтому сейчас, пока она не выросла, я ей точку вообще не показываю, ее реальный рядом. Вот. Такая история. Друзья, Да? с учетом того, что мы влезли сегодня в очень плотный график Полины, у нас осталось совсем мало времени. Я так понимаю, что вопросов еще куча, по крайней мере, у меня. Поэтому, конечно же, мы попросим Полину снять второй выпуск, а может быть и третий. А сегодня, вот этот оставшийся небольшой промежуток, мне бы хотелось попросить Полину, чтобы Полина нам показала те высоты, которых она добилась со взрослыми собаками, с которыми она выступает, если можно. Сейчас попробуем. Ну, мастерски. Да. Да. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Давай, работай. Хоп, хоп. Давай. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Молодец. Давай. Молодец. Отлично. Супер собака. Отлично. Тут? Да? Хоп. Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп. Да, отлично. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Молодец. Отлично. Там кусок какой-то валяется. Да. Так. Или... Да. Хоп. Откуда начнем-то? Сейчас я вспомню, что мы там делали-то. 10. Не ной. Давай. Отлично. Лежите. Лежите. А, не оттуда, наверное. Ну ладно. Подожди, не спеши. Лежите. Давай. Проснись. Что? Круг. Да, лежите. Не размялся еще? Что? Давай, вставай. Лежать. Да, молодец, отлично. Да, попробуем. Давай. Лежать. Ползи. Илим, ползи. Лежать. Ползи. Да. Рома. Лежать. Да, молодец, отлично, Рома. Да. Сюда иди. Илима. Да. Бэк. Иди сюда. Бэк. Иди сюда. Бэк. Да. Рома. Да. Лежать. Илим, давай. Рома.
Рома. Да-да-да, Рома. Да. Круг. Круг. Да. Чоп. Да-да-да, давай. Поворачиваемся. Да. Давай. Да, отлично. Молодец, отлично. Круг. Молодец, отлично. Назад. Лежать. Да. Раз. Лежать. Раз. Лежать. Алле. Лежать. Алле. Лежать. Два. Да, лежать. Два. Лежать. Кувыр. Да. Кувыр. Да. Круг. Стоять. Нога. Нога. Сидеть. Вста. Райт. Чоп. Да. Чоп. Да, хап. Да, чоп. Да, молодец, отлично, супер. Хорошо, молодец. Давай. Да, молодец, отлично. Тут? Да, давай. Да, молодец, отлично. Супер, собака. Сидеть. Зай. Рядом. Зай. Давай, да. Зай. Да, отлично. Зай. Молодец, отлично. Зай. Давай. Да, круг. Да, право. Хоп. Право. Да, молодец. Право. Тут. Да, молодец, отлично. Тут. Молодец, отлично. Хорошо. Молодец. Фронт. Да, фронт. Да, фронт. Хоп. Да, пошел. Да, молодец, отлично. Супер, собака. Молодец, отлично. Супер. Молодец, отлично. Круг. Да, пройди. Молодец, отлично. Сейчас сообразим. Что у нас еще-то с тобой есть? Да, отлично. Молодец. Хорошо. А, вот это. Ты здесь? Да. А ты здесь. Да, вот так. Да. Хоп. Давай. Да, молодец, отлично. Клон. Давай, клон. Да. Круг. Вста. Сап. Собор. Вста. Да, вста. Давай, вста. Лефт. Да, отлично. Круг. Да, круг. Молодец, круг. Да, отлично, круг. Молодец, отлично. Пройди. Супер. Плечи. Давай. Хап. Что, забылся? Молодец, отлично. Супер. Что еще вы можете? Я забыла что-то. У меня вообще каша в голове. Это надо как-то готовиться морально. А, еще у нас вот это есть. Давайте. Иди сюда. Давай. Круг. Да, отлично. Поклон. Да. Шах. Нет. Шах. Мат стоим. Шах стоять. Мат стоять. Шах. Да, мат. Шах. Да, мат. Шах. Да, мат. Шах. Да, мат. Круг. Тихо. Круг. Да, отлично, круг. Да, круг. Молодец. Можно с этой стороны попробовать. Иди сюда. Хорошо, отлично, иди сюда. Что получилось? Молодец. Иди сюда, давай. Круг. Да, отлично. Поклон. До конца. Поклон. Да, молодец. Шах. Не спешим. Мат. Стоим. Шах. Не надо спешить, плохо. Шах. Мат. Стоять. Шах.
Молодец. Мат, стоим. Шах, стоим. Мат, стоим. Шах, стоим. Мат, стоим. Шах. Мат. Круг. Круг. Да, круг. Да, отлично, не опаздывай. Молодец. А, еще вот так мы тренировались. Иди сюда, стой. Иди сюда. Ты идешь сюда. Да, давайте. Давай. Тулуп. Тулуп. Да. Тулуп. Да. Тулуп. Да. Тулуп. Да. Тулуп. Супер, собак. Тулуп. Супер, молодцы. Получаться стало. Иди сюда. Иди сюда, молодец. Что? А я вспомнила, ты что хотел сделать, я поняла. Право. Сюда, фронт. Давай, фронт, хап, фронт, да, фронт. Фронт, давай, право. Здесь. Да, отлично. Сидеть, зай, пьянь. Да, ты это хотел сделать. Да. Круг, повернись, да, чап. Давай, 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 да. Да. Да, малый. Да, малый. Давай, 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 поворачивай. Да, поворачивай. Да, малый. Давай, давай, поворачивай. Да, молодец, отлично. Давай, давай, попа. Ой, попа. Да, попа. Да, молодец. Да, молодец, отлично. Да, отлично. Да, давай, 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 работаем, работаем. Молодец. Молодец, отличная сова. Да, молодец, умничка. Да. Хап, хап, хап. Да, круг. Да, молодец. Супер. Что? Все, хватит? Полина, браво. Сегодня, я считаю, была очень продуктивная встреча. Я думаю, что она будет не последняя, и мы напросимся в гости, если можно, еще раз, или даже не один. Я уверен, что Полине есть что рассказать и показать. Вот то, что мы сейчас видели по танцам с собаками, это, собственно, то, к чему вы должны, ну, вы, это я имею в виду тех, кто хочет в дальнейшем заниматься танцами с собаками, должны стремиться к этому. Ну, а если нет, то берите базовые упражнения и начинайте работать. Самое главное — взаимодействие с собакой и та работа, которая у вас будет, те результаты, которые вас будут радовать изо дня в день, если вы будете заниматься с собакой. Друзья, всем спасибо. Подписывайтесь на канал DogBlog, активируйте функцию колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные выпуски. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Полины IQ Dog. Ссылка будет в описании. Всем пока. Спасибо, до Полин, свидания. спасибо огромное. Спасибо. До новых встреч. DogBlog.